послание к евреям. Хотя я буду говорить, как будто бы это последняя проповедь, но я планирую, что, возможно, и в воскресенье будет продолжать, поэтому, кстати, в воскресенье думаю продолжать начало 7 главы евреям. То есть этот текст его оставлю на воскресенье, а продолжу 7 глава евреям с стиха 11. Здесь будет говориться в этой главе о том, что Христос на небесах сегодня для нас совершает для нас особое священнодействие, заступая за нас. Он наш священник. И, собственно, где-то половина послания к евреям построена, в принципе, на комментарии, еще раз, как я говорил, одного стиха из Писания, из Псалмов, где Давид пророчески говорит от имени Бога слова, сказанные потом Христу, когда Он вознесся, что Бог клянется Ему, что ты священник теперь вовек по чину Мелхиседека. А вообще в Ветхом Завете дважды только упоминается этот человек Мелхиседек. Один раз в реальной истории, когда с ним повстречался Авраам, и потом спустя где-то 1000 лет, когда Давид вспоминает или пророчествует о том, что Христос будет от Бога этим священником по чину Мелхиседека. Вот такие два упоминания коротких, но они так много будут там говорить, когда мы будем читать это послание к евреям. Итак, евреям 7 глава, стиха 11. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то есть как бы, именно по закону левиты были священниками. То есть если бы у Бога был план, чтобы это священство достигало эффективности, то какая была бы нужна было бы восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона миноваться. Посмотрим так на хронологию. То вот этот первый случай, эпизод с Мелхиседеком при Аврааме. Это где-то 2000 лет до Христового Рождества. Потом где-то больше, чем лет 400, почти 500 лет, Бог дает закон, и этим законом Он вводит, что священники должны быть левиты из колена Леви. Спустя 500 лет после закона уже Давид говорит, когда были священники левиты, что Христос будет не священником по линии левитов, а по линии или по чину этого Мелхиседека, который тогда однажды был показан в истории Авраама. И вот делается вывод. Если бы у Бога был план дать нам все эти благословения по закону и по тем священникам, которые были по чину Левия, то Бог бы через Давида не упоминал, что при действии закона, при действии священников-левитов, не упоминал бы, что Христос явится и будет нести это служение как Мелхиседек. Значит, у Бога был план дать что-то нам больше. И это большее священники левита не давали. То есть их служение не делало тех, кто к ним приходил, или кто ими пользовался, не делало теми, какими Бог желал их видеть. Не делало их совершенными. Иными словами, не давало им то прощение грехов, когда бы они были Богом бы приняты. Поэтому был у Бога план дать что-то лучше и больше. И другим путем. Стих 12. Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Но если у Бога был план дать новый чин священства, то значит у Бога был план поменять этот закон. Потому что тот действующий закон разрешал только нести священнодействие только левитам. И это нужно было поменять. Стих 15. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека
восстает священник иной. Слово иной как бы, другого типа. Не такой, как те были. И вот что делает его иным, стих 16. Который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни не перестающий. Тогда левитами или священниками из левитов оставались люди просто потому, что они родились. У него папа был священник, он ребенок левита, и он же теперь священник. Или если его отец был первосвященник, вот у него родился мальчик, первенец, он знал, что когда он умрет, теперь его будет сын вместо него первосвященник. И это не потому, что кто-то из них был достоин по своим моральным качествам. Когда выбирал Бог Левия или Аарона, то в действительности они проявили достоинство веры. А их потомки просто физически. Он мог быть не лучше или даже может быть, где-то слабее в своей вере других людей, но он просто чисто из-за того, что он из семьи священника, он стал священником. Но Христос становится таким для нас священником не потому, что он унаследовал это, потому что у него родители были такие. Или Мария его родила такая. То есть не просто плотское право его делало таким, а достоинство настоящее. И это достоинство, жизнь не перестающая. Его казнили, он воскрес. Он живой. И Бог принял его на небесах. И он вечно живой. И то, что он сам себе вечно живой, показывает его, что за грехи полностью прочно. Он совершенный. Стих 17. «Ибо засвидетельствовано». И дальше цитируется этот отрывочек из Псалма Давидова. «Ты священник во век по чину Мелхиседек». То есть, когда Бог это сказал, или раньше сказал Давид, то подразумевалось, что с того момента, когда Христос станет священником в своем вознесении, Он будет им всегда. Значит, Он будет жить всегда. Значит, теперь Он вечно живой. 18. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. 19. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Снова говорится о том, что если бы та система, которая была раньше сделана Богом, была совершенная, была идеальная и делала то, в чем мы нуждались, то Бог бы ее не менял. Но она была временной, потому что Бог желал дать лучше, и она была несовершенная. В стихе 19 сказано, что наводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. То есть, та система плохо работала, чтобы привести нас к Богу. В принципе, она показывала то, что доступ к Богу закрыт. Даже тот храм, который только символизировал Божье присутствие, и то в него не допускались обычные люди. Даже священники не допускались в то самое место, как у нас сегодня говорят в храмах, за алтарь, да, или за святое святых. Даже священники то не допускались. И эта система показывала, что доступ к Богу они не дают ни себе, ни другим. Но лучшая надежда – это Христос. Когда Он вошел на небесах, чтобы за нас священно действовать, Он не только сам туда вошел, и нас туда вводит. Теперь мы имеем свободный доступ к Богу. И Он нас делает такими, что мы можем туда войти. Он дает нам такое реальное прощение, очищение грехов, когда доступ к Богу для нас открывается. Стих 20. «И как сие было не без клятвы», эта цитата, «клялся Господь», ты священник». 21. «Ибо те были священниками без клятвы». То есть, когда Господь дал заповедь о том, что левиты будут священниками, Он просто дал заповедь. При этом в той заповеди не было какого-то особого заверения Божьего, как, например, сказано было Христу, что Господь клялся тебе. И даже в этой фразе, как Бог давал им священство, и как Бог давал Христу, показывалось, что просто Бог сказал,
Вот вы теперь будете священниками. Даже сама эта фраза или формулировка, как было дано священству, показывала, что, по-видимому, оно временное. А здесь, когда было сказано, что Господь еще клянется и говорит вовек, показано, что это реально, и это будет вечно. И 22-й, то лучшего завета поручителем соделался Иисус. Сама это форма, как Бог удостоверяет священство Христа, показывает, что и завет, по которому Он будет священно действовать, тоже лучше. И то, что Он даст, это лучше. Знаете, по-видимому, основная проблема, почему Павел так об этом много пишет, была в том, что часть евреев, которые стали христианами или верующими, все больше и больше отвергалась своими неверующими евреями. И буквально выгоняли из синагогов, не допускались в храм, и они понимали, что они теряют. Вот была традиция, которая вот столетиями им передавалась, что вот есть храм, есть священники, которые вот заповеданы Богом, ходят в таких особых одеяниях. И когда они стали верующими, они понимали, этот разрыв становился все больше и больше, понимали, что они теряют. И, наверное, их неверующие или родные, соплеменники даже их унижали или как бы критиковали. Смотрите, что вы теряете. Такие вековые традиции храмового служения, поклонения, священнодействия. А что у вас? Что у вас? Где ваши священники, какие-то там самозванцы, которые назвали себя апостолами, ходят, делают какое-то собрание на домах. Какое-то... И вы это все теряете. И Павел говорит, что мы не теряем, а мы, наоборот, приобретаем лучше, потому что нашим священникам есть Христос, который намного лучше. Стих 23. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. 24. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. По еврейской традиции подсчитывают, что от времени, когда Бог дал закон, или от Аарона до разрушения последнего храма, евреи имели 48 первосвященников, которые вот так по очереди друг друга меняли. Их было много, потому что кто-то, может, прожил 30 лет в служении, кто-то, может быть, 40 лет в служении, когда он вставал на должность. И умирали, кто-то меньше. А Христос один, потому что Он всегда живой. И Его священнодействие никому Он не дает, потому что, еще раз, Он всегда живой. 25. Посему и может всегда спасать. Из-за того, что Он всегда живой, может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Христос и сегодня тот же самый на небесах за нас. И Он сегодня живой. И Он сегодня для того, чтобы за нас ходатайствовать. За нас ходатайствовать. Представляете, что мы можем сейчас обратиться к Нему, или через Него, или во имя Его к Отцу. И Христос говорит, да, это мои, это тех, кого я оправдал. И мы имеем в своем духе этот доступ к Богу. Потому что Он за нас ходатайствует. И если это так, то неужели, говорит, вы можете думать о том, что вы якобы потеряли что-то в лице тех бородатых священников, которые ходят там в тех особых одеяниях? Вы такое приобрели. Вы приобрели такого первосвященника, который реально за вас ходатайствует. В 26 написана его характеристика. В отличие от тех, которые несли служение до него по линии левитов. 26.
таков и должен быть у вас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Все эти характеристики говорят о том, что он абсолютно свят. Если бы мы хотели, чтобы за нас кто-то заступался перед Богом, и это будет такой же грешник, как и мы, какая от этого разница, да? Как не меня, ничего не... Или тот грешник обращается, или этот грешник обращается, или другой грешник обращается. Все равно он грешник. Это абсолютно святой. Без всякого пятна или порока, безупречный, который в действительности имеет доступ и привилегию стоять перед Богом. И это доказывается еще тем, что, вот 27 стих, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву самого себя. Ну, так и было по закону. Священник сначала жертву за грех за себя сначала приносит, потому что он грешник. Потом же, когда он имеет это оправдание в виду жертвы, он говорит: ну теперь за тебя принесу жертву. Христос делал только одну жертву, потому что ему не нужно было делать жертву за себя. Он был сам святым и принес себя в жертву. И вот 28 вывод. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощь, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенно. Сына навеки совершенно. В принципе, еще раз, читая Писание, Библию, то можно увидеть только эти два варианта священников, которые допускались, или которые как бы легитимны в глазах Бога. И то первые были легитимные левиты, ну, если не первые, потому что все-таки Мелхиседек был первым и пошел дальше. Ну, то есть левиты, они были легитимны на какое-то время, пока не вступил в силу своего действия Христос, который умер, воскрес и вознесся. Ну, вот были священники-левиты, которые вот несли этого служения храмовое, несовершенное, такие же грешники. Ну, и есть, введен Богом был совершенный священник, Христос за нас. Других вариантов быть священниками нет. Вообще, и в Новом Завете слово «священник» употребляется только или к тем, которые его распяли Христа, которые тем самым показали свое несовершенство, и сам Христос. Еще называется как бы в общем, все верующие, как в духовном смысле в общем, что мы священство святое. Но индивидуально никому из верующих этот титул не приписывается. Ни апостолам, никому. Есть слова пресвитера, есть слова епископа, но нет слова священник. Вот мы всеобщее священство, как в духовном смысле, что мы, познавшие Бога, имеем доступ к Нему и можем за других ходатайствовать. И мы Его представляем. Но священник только Он, Христос. И Он первосвященник. И не может быть нужды в другом, потому что Он уже не умирает, Он вечно живой. Поэтому, если кто-то сегодня называет себя священником, то можно его спросить: ну, по какому чину библейскому ты священник? В Библии есть только два варианта: Левий и Христос, и Мелхиседек. Но если ты левит, там все, это все по родословной, это все обрезано, ну, то мы можем только посочувствовать, потому что или ты Мелхиседек, тут есть только один Мелхиседек, Христос, и он живой, он не умер. Все другое это самозванцы. И об этом говорится для них, для еврейских верующих, чтобы они понимали, что когда они теряют эти еврейские традиции, собственно, они ничего не теряют. Теряют те, кто в них остается.
Потому что эта традиция, эта форма, она уходит, и живой Христос. Кстати, даже само служение традиционных церквей, как мы называем так вот дипломатических или православных, или католических, оно построено по типу, и по внешнему типу, и так, по устройству, как вот даже храмовому тех левитов, о которых здесь сказано, что это ничего к совершенству не принесли. Поэтому Христос их заменил, ставший священником по типу или по чину Мелхиседек. Итак, братья и сестры, сегодня Господь нам напоминает о том, что мы также, возможно, оставленные какой-то традиции, понимали, что эти традиции, построенные людьми, могут быть где-то хорошими, где-то плохими, но есть правда Божья, есть живой Христос. И вот Христос живой для нас на небесах, есть нашим священником и первосвященником. Для чего? Вот сказано, для того, чтобы за нас ходатайствовать, чтобы и наше имя произносить перед престолом Отца. И имея вот такого первосвященника, чтобы мы не поколебались, не остановились в своем исповедовании своей веры в Него, а чтобы мы еще с большей уверенностью и вдохновением шли по Его следам, зная, что Его следы ведут на небеса, где Он нас ожидает, чтобы там мы Его прославили. Аминь.